Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360. Ухелянд бежал с окраины, шапка на... Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Други и недруги, рад вас приветствовать на канале Влог 360. Хейтеры с кисточкой вам, строчите, пишите. Спасибо, что заглянули на канал. Канальчик, он маленький, значит канальчик. Как хочу, так и называю. Мой канал, влоговый канал. Будет болтовня, будем говорить, будем с вами общаться. Тому, кому не нравится, просто проходите мимо. Не задерживайтесь. Да, я прошу людей подписаться, если понравилось что-то. Но, если вам это не нравится, шагайте дальше. И не надо мне указывать, как мне снимать и про что мне снимать. Канал мой. Все, этим все сказано. А теперь, адекватный люд, обращаюсь к вам. Спасибочки, что заглянули. Спасибо огромное за ваши комментарии, за поддержку. Это помогает развиваться каналу. Да. Не буду я у вас просить никаких донатов и не просил. И не буду просить, как многие миллионники. Дай на то, дай на это. Не давайте никому, пусть сами зарабатывают. Гости. У нас опять гости. Но перед гостями вы видите с левой стороны. Да, вот сейчас попрошу вас, но не донат. Посмотреть эти два QR-кода. В описании под роликом вы найдете также ссылки. Перейти, посмотреть. Понравится, подпишитесь. За уши не тяну. И этот QR-код от телеграм-канала, который был специально создан для этого канала, YouTube-канала, чтобы могли вы поделиться своим мнением, ссылкой, роликом и еще чем-нибудь. Где-то стали вы свидетелем. Мы это обсудим, снимем ролик. А теперь гости. Временные гости поднимают экономику Германии. Верите? Я нет. Я не верю. Сейчас я вам поставлю пару роликов. Да, выйдет опять, наверное, немножко длинный ролик. Что бы делала Германия без временных гостей? Давайте послушаем. Без украинцев Европейский Союз просто экономически бы не вывез. А так украинцы разбрелись по Европе равномерно. Тем самым, как ниточки, как работящие ниточки, как предприимчивые ниточки, сшивая всю Европу в единое целое. И укрепляя ее в первую очередь экономически. Уроки продаж через социальные сети и блогерство по ссылке в описании ТГ. Не надо на твои уроки продаж. Вот, ребятки, ниточки, сшивающие в экономическое единое целое. Вы слышали это? Ну а теперь я вам поставлю ролик на немецком языке, как эти ниточки сшивают экономику. Да, на немецком языке я сделаю вам перевод, не голосовой, то есть только будет субтитры идти. Послушайте, не, почитайте. Ну, кто-то послушает, кто-то почитает. Смотрим. Schock in Deutschland. Eine geflüchtete Frau aus der Ukraine weigerte О, ниточка сшивает. sich in einem Supermarkt einen Korb voller Lebensmittel zu bezahlen. Sie berief sich darauf, dass sie als Flüchtling staatlichen Schutz genieße und ihr Lebensmittel in Geschäften kostenlos zustehen würden. Sie verursachte einen Skandal. Бесплатно. Должны в магазине им бесплатно давать Lebensmittel, ну, то есть продукты. In einem Berliner Supermarkt, bis sie schließlich von der Polizei festgenommen wurde. Die Frau wurde auf das Revier gebracht, kam jedoch, wie sich später herausstellte, kurz darauf wieder frei. Augenzeugen berichten, dass die Situation eskalierte, als die Frau anfing, den Kassierer anzuschreien und kostenlose Bedienung zu fordern, mit der Behauptung, dies sei Teil der staatlichen Unterstützung. Das Ladenpersonal versuchte vergeblich, die Regeln zu erklären, doch der Streit legte den Betrieb im Markt für eine ganze Stunde lahm. Die herbeigerufene Polizei musste die Frau unter dem Protest der anderen Kunden gewaltsam aus dem Laden führen. Dass die Frau noch am selben Tag wieder freigelassen wurde, löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung aus. Я, кстати, смотрел по немецких соцсетях это все. Тоже обсуждают очень много это. И пускай они не говорят, гости, то, что это только типа русские немцы все это делают, обсуждают. Нет. Они просто не понимают немецкого, поэтому они не смотрят немецкие соцсети. А это очень много, очень просто куча, да, еще больше, чем русскоязычный интернет все это дело обсуждает. Вот, теперь не надо мне говорить, зачем я свои 5 копеек вставляю. Надо так, надо. Это
контент базируется на чужих роликах. И мне надо как-то комментировать и обсуждать. Иначе это будет ворованный контент. А мы смотрим дальше. Viele Berliner fragen sich, warum ein versuchter Diebstahl und eine solche Störung der öffentlichen Ordnung keine härteren Konsequenzen haben. Ladenbesitzer befürchten nun, dass solche Vorfälle zur Regel werden könnten. Вот такая вот история приключилась, да? Все должны, все им должны, гостям все должны. Даже в магазине она набрала корп, ну, тачку, не знаю, что там. И якобы ей должны были это бесплатно дать, так как Европа им должна. А тут я еще один очень интересный ролик, и не один, подобрал. Я вам сейчас покажу высказывание одного человека, ну, тоже соцсетей, мнение его о Германии, о немцах, о налогоплательщиках, которые его приютили. Но перед тем, как ролик посмотрим, Cargo Inc. доставит и растаможит ваш груз по всему миру, Америка, Европа, страны СНГ, включая Россию. Без заморочек, очень быстро. Все контакты найдете в описании под этим роликом. Ну а теперь мы посмотрим. Так, дорогие зрители, пора пройтись очередной раз по этой помойке, которая называется Германия. Так, помойка называется Германия. То есть Германия называется помойкой. Он называет Германию помойкой, проживая в Германии временно, получив защиту. Это его мнение. Это не мое мнение. Это я процитировал его слова. Я надеюсь, ролик попадет куда надо. И просто что самое интересное, вот знаете, вот Что интересно, расскажи-ка нам. постоянно я слышу о том, что там украинцы на пособие, там доят их бюджет. Но, ребята, вы же посмотрите, я не буду еще раз приводить пример, какие схемы используют немецкие мошенники, а при том, что каждый немец это мошенник. Стоп. Вы слышали слово «каждый немец» — это мошенник? Вот это статья. Слово сказано «каждый немец» — это мошенник. Это не мои слова, я процитировал. Это статья уже, так как он всех не знает. Он не может обвинять всех. Можно сказать, есть среди немецкого населения мошенники? Да, есть. И я этого не отрицаю. Но каждый — это, ребятки, статья. Ну, вы знаете, что с роликом делать. Я знаю, что есть люди, которые смотрят и отправляют ролики куда надо. Смотрим дальше. Если в Украине мошенники это только правительство и крупные бизнесмены, то в Германии все мошенники. Еще раз он повторил своему правительству, сказал мошенники, и также вы слышали все. Все мошенники. Он еще раз сказал все. Начиная от сраного соседа-наркомана, заканчивая канцлером. Вот и все. Канцлером. Ну, ладно, слушаем дальше. Имбудный с президентом. Должно ли это видео увидеть немецкое правительство? Должно, оно его увидит. Но они-то не увидят, ну, службы увидят какие-то, это сто пудов увидят, поверьте мне. Я позабочусь об этом. Вот, значит, мошенники, говорит. Посмотрите еще один коротенький ролик, коротенький. Гости. Джоб-центр Цален, Ник Шербайт и Хабе Гуччи. Я в джоб-центре в туалете и хочу у них бомбануть бумагу. Она дорогая. Джоб-центр Цален. Бумага туалетная, дорогая. Он сам признается, я хочу бомбануть. Бомбанул ли он, не знаю. Но это уже почти признание. Если не вынес, это недоказанный случай. Но, по крайней мере, он говорит, я хочу бомбануть, она дорогая. Так кто мошенник-то? Все немцы или гости некоторые? Скажите, пожалуйста, напишите мне. Друзья, мне интересно будет знать. Ох, интересно будет, напишите. Пишем адекватно, конструктивно, чтобы все комментарии могли почитать все люди, а не те, которые фильтруются. Но я не буду их оттуда вытаскивать, да, то, что YouTube просто даже не дает. Я просто хочу вытащить, но я не могу. Я пишу wiederherstellen, а он не вылазит, потому что слишком много каки написано, да. И гость еще нам расскажет про Германию. То, что вы сейчас его видели. Смотрим.
Итак, дорогие зрители, вы знаете, вот меня удивляет постоянно, Что тебя удивляет? когда, допустим, я слышу от немцев, что украинцы там откладывают в золоте там, и тому подобное, и тому подобное. Вот я вам просто хочу сказать, что на что вообще немцы рассчитывают? Немцы рассчитывали то, что будут порядочные люди, которые нуждаются в защите. Вот на что немцы рассчитывали. Ну что, немцы рассчитывали, что в Украине какой-то тупорылый сброд, Заметь, это ты сказал. при том, что все прекрасно знали, что в Украине нет тупорылый сброд. Потому что начиная с 90-х годов прошлого столетия, точнее этого столетия, с 90-х годов этого столетия, все приезжали. Кто все? Вот кто все? Как могли все приехать? Не может вся страна ездить. Не все приезжали. Некоторые персонажи ездили туда-обратно, может быть, по черному работать, поверю. Но все не могли. Все приезжали из Украины в Германию. Те, кто приезжал, допустим, там электрики, строители, монтажники, инженеры, сварщики. Все прекрасно понимали, что они лучшие специалисты, к примеру, чем в Германии. Бред. К примеру, я вам даже могу сказать, что я сам лично видел репортаж в 2000-х годах, когда на работу взяли в концерн Volkswagen, который рисовал, ну, допустим, инженера, дизайнера для автомобилей, который рисовал дизайн для спортивных машин, то есть там Lamborghini и тому подобное, для спортивных Volkswagen. Так, ладно, тут бла-бла-бла, взяли дизайнера. Значит, он только что сказал, все, кто приезжал в Германии, значит, плохо работают. Вот или про машины он начал. Ладно, сейчас я не буду утверждать, ну, по крайней мере, как он говорил, даже 2000-е годы. Mercedes, возьмем BMW, Volkswagen, это были плохие машины разве? Ну-ка скажите, да, они были построены в Германии. А вот на Украине я чуть не видел машин никаких, вообще никаких построено, хотя они же самые лучшие там на Украине. Это он же сказал. Слушаем дальше. И он рисовал дизайн, и это украинец. Он рисует дизайны для автомобилей концерна Volkswagen. Ну, это ни о чем не говорит. Рисует он. Выпускаются ли эти машины? Это другой еще вариант, да? Спортивные. Для концерна Volkswagen. Кстати, сколько-то их выпущено? Там 2-3 машины, кажется. И то в продаже почти нету их серийных, да? Вот. Также я знаю, вот с Индии очень много рисуют. Для BMW. Для Volvo очень с Индии много рисуют, да? Сирийцы рисуют есть. Это я точно знаю, да, работают. Потому что я перед тем, как этот ролик посмотреть, я немножко так почитал, посмотрел. Очень много рисуют. Так что тут 1 на 100 это ни о чем. И он украинец. И таких масса примеров. Ну-ка, каких масса? Ну-ка, приведи-ка примеры. Я в джоб-центре в туалете и хочу у них бомбануть бумагу. Она дорогая. И что касается, к примеру, вот, допустим, то, что украинцы, допустим, покупают золото, и якобы вот они там не тратят все эти бюргергельды, они покупают золото. Тут дело не в том, что покупать, да ты хоть тонну золота купи. Ну ты-то не претендуй на бюргергельд, да? На бургергельд. Не надо претендовать тогда. Так как налогоплательщики платят эти деньги. Платят, ребят, извиняюсь, платят. Я уже меняюсь. Платят налоги, чтобы содержать гостей. А они же покупают золото. Квартирки сдают в Буковеле. Смотрим дальше. Не все, но некоторые. Во-первых, хочу вам сказать, что уже ходят слухи по поводу того, что якобы украинцы вынуждены будут отдавать это вот эти вот бюргергельд, которые они получают. Это не слухи, это правда. Не все, но те, которые были замечены в мошенничестве, уже возвращают. У меня на канале уже есть ролик, я не знаю, вышел он или нет, как он поимел Германию, и потом Германия поимела его. Но я хочу озвучить очень немаловажный факт для правительства вот этой вот помойки, которая называется Федеративная Республика Германия. Слышали, ребятки? Помойка это оказывается. Кто проживает в помойке в Европе? Напишите мне, вы чувствуете себя как в помойке?
Или вот гости, правда, вот они-то приехали с развитой страны. Возможен возврат денег только при одном условии, только при нескольких условиях. Это если была переплата, а ее не было, этой переплаты. То есть украинцам как платили 1012, так и платят. Это во-первых. Во-вторых, если был каутион, то есть залог за аренду квартиры, тогда он возвращается. Это два случая, когда возвращаются эти деньги. Вот и все. То есть, если они по ошибке были начислены, но они начислены не по ошибке. Вот и все. А по поводу того, что украинцам я советую откладывать в золоте, потому что в 2018 году, к примеру, золото за грамм стоило 585 пробы 840 гривен. Сейчас оно 6500 в Украине. Вот и все. Поэтому всем советую откладывать в золоте, в серебре, в платине и тому подобное. Поэтому всем желаю удачи, откладывайте деньги в золоте. Слышали? Получая бюргергельд, откладывайте в золоте и в платине. Цены поднимутся. Вот такие советы он раздает. Это не мой совет. Ваше мнение, господа хорошие, проживающие, как он выразился, в помойке. Это не мои слова. В Европе. Достойны ли гости какой-либо помощи, когда вот такие отношения к налогоплательщикам? И вы думаете, это все? Ну, в этом ролике это будет все, да. Теперь дело за вами. Мне хочется ваши комментарии почитать, размышления, ваши мнения. Пишем комментарии конструктивно, желательно без мата, чтобы они проходили. Я и так, в принципе, уже все, что можно, все фильтра подключал в комментариях, да, кроме ссылки. Ссылку вы не можете выслать, да. Если хотите ссылку, то переходим в телеграм-канал, там можете ссылочку выслать, и мы что-нибудь посмотрим и разберем. Огромнейшее спасибо, что смотрели до конца. Спасибо. Спасибо также за комментарии. Не забываем подписаться на этот каналчик, так как он маленький каналчик. Еще раз огромное спасибо. Всем добра, удачи.